Мощнейший грозовой фронт, обрушившийся на регионы Среднего Запада США 11 июня, привел к масштабной вспышке торнадо, которую местные метеорологи и эксперты Национальной службы погоды охарактеризовали как одно из самых высокоинтенсивных и опасных погодных явлений начала лета. Накануне синоптики объявили повышенный уровень опасности для десятков миллионов жителей региона, предупреждая о высоком потенциале формирования изолированных суперячеек, которые к вечеру объединились в стремительно движущуюся линию шквалов. Разрушительные атмосферные вихри один за другим коснулись земли в штатах Иллинойс и Индиана, оставив после себя многокилометровые полосы разрушений, уничтоженные жилые кварталы, поврежденные учебные заведения и объекты инфраструктуры. Очевидцы и охотники за штормами сообщали, что в пиковые моменты стихии на радарах фиксировалось одновременное нахождение до 3 активных воронок на относительно небольшом расстоянии друг от друга. Атмосферное давление и экстремальная нестабильность воздушных масс привели к тому, что вершины штормовых облаков пробивали отметку в 18 километров, провоцируя появление не только торнадо, но и ураганных прямолинейных ветров, а также крупного града размером с бейсбольный мяч. Эпицентром стихийного бедствия в Иллинойсе стал город Стритер, где зафиксирован торнадо категории EF3 с порывами ветра, достигавшими колоссальных 265 км в час. Стихия полностью уничтожила целый жилой район. Тяжелые повреждения жилого сектора, коммерческой недвижимости и дорожной сети также зафиксированы в городах Денвилл, Хупестон, Урбана, Шампейн и Бартлетт. В Денвилле мощный порыв ветра сорвал крышу со здания начальной школы Марка Денмана, крупные металлические фрагменты которой улетели на близлежащие придомовые участки, усыпав округу кусками обшивки и теплоизоляционными материалами. Параллельно с этим в центральной части Иллинойса, в частности в округе Маршалл, из-за продвижения крупного клиновидного торнадо вблизи населенного пункта Уошберн объявили редкое чрезвычайное положение с пометкой «Особо опасная ситуация». Непогода сопровождалась проливными дождями. Интенсивность выпадения осадков при этом составила более 50 мм в час, что вызвало наводнение на низинных участках дорог от Висконсина до Миссури. Пересекая административную границу штатов, штормовая система обрушила всю свою мощь на северо-западные округа Индианы. Удар стихии затронул города Хеброн, Кутс, Мэрилвилл, Дайер, Сент-Джон и Хобарт. В городе Кутс эксперты предварительно подтвердили прохождение еще одного торнадо максимальной интенсивности EF3. В это же время Мэрилвилл и Хобарт пострадали от вихря категории EF2, повредившего более 200 строений. Одной из главных точек разрушений в Мэрилвилле стал кампус частной католической средней школы «Андриан». Налетевший вихрь сорвал кровлю учебного корпуса, выбил десятки панорамных окон, повалил деревья и затопил внутренние помещения. Прямым следствием прохождения разрушительного фронта стал масштабный энергетический кризис. Без стабильного электроснабжения на Среднем Западе остались более 650 тысяч жилых домов, коммерческих предприятий и социальных объектов. Энергетические компании ComEd и NIPSCO мобилизовали все доступные аварийные бригады для восстановления сотен поваленных опор линий электропередач. Помимо Иллинойса и Индианы, отдельные торнадо и шквалы регистрировались в регионах, таких как город Юнион-Гроув в штате Висконсин, а также районы Айовы, где утренний раунд непогоды привел к падению деревьев и гибели одного человека в палаточном лагере Де-Мойна. Метеорологические службы и инженерные группы уже приступили к детальному анализу траекторий и точной классификации каждого зафиксированного вихря с помощью спутниковых снимков и наземных обходов. Для семей, полностью лишившихся крова, организованы пункты сбора гуманитарной помощи.